Недавно подписчики моего телеграм-канала и группы ВКонтакте увидели долгожданный пост. Какой? Спойлеры 369 главы Черного Клевера. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Так что я ни на что не намекаю, но в моих сообществах такая информация публикуется раньше, так что, наверное, все-таки стоит подписаться. Это была довольно неожиданная утечка информации, но в то же время очень радостная и желаемая многими фанатами этого тайтла. Так что присаживайтесь, ведь утечка принесла нам радостные вести. Это и официальную дату выхода 369 главы Черного Клевера, заготовки автора данного тайтла Табаты для журнала Jump Giga и даже намек о том, что будет в самой главе. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. 26 октября в 10 вечера неожиданно для всех в интернет попала утечка касательно новой главы в журнале Jump Giga. Почему неожиданно? Так это потому, что обычно все утечки происходят совершенно в другой день и рано утром, ибо источник находится в Японии. А значит, из-за разницы часовых поясов в 7 часов, пока у нас только-только все начинают просыпаться, в Японии уже давным-давно день. И так вот, данная утечка появилась аж в 5 утра по японскому времени, еще и совершенно внезапный для этого день, что и делает ее такой неожиданной. Ну а принесла нам эта утечка очень радостную новость, а именно дату выхода 369 главы Черного Клевера. В самом посте написано, что публикация продолжения истории противостояния героев злу, провозгласившего себя богом, официально состоится в конце декабря. Если посмотреть на периодичность выхода зимних выпусков журналов Jump Giga в таком же промежутке, то по датам релиз 369 главы произойдет примерно с 23 по 29 декабря, что не может не радовать, поскольку ожидать нам осталось по сравнению с уже прошедшим временем совсем немного, а именно 1,5 месяца, если грубо говоря. Однако не забывайте, что данный релиз является официальным, а у меня глава может появиться, а после и оформлена мной на неделю или же на несколько дней раньше официального выхода, как обычно. Единственное, что меня лично огорчает, а вам только в радость, это то, что придется переводить не 10-15 страниц, как это происходило в еженедельной сериализации в журнале Shonen Jump, а минимум 50 и возможно еще больше страниц. Теперь же давайте поговорим, какие же плюшки нам приготовил автор Черного Клевера Юки Табата. В зимнем выпуске журнала Jump Giga нас ожидает аж целых 2 цветных разворота, приуроченных 369 главе, сделанные в офигенной цветовой палитре автора ЧК. Не знаю как вам, но рисовка и покрас Табаты для меня является самым любимым. Остальные авторы тоже хороши, но работы этого парня для меня прям номер один. Также в зимнем выпуске Jump Giga обложка журнала тоже будет посвящена Черному Клеверу, но тут у меня нет информации, будет ли это какой-то новый цветной покрас от Табаты, или же на обложку будет взят один из 2 цветных разворотов. Однако это все равно приятно, что наш любимый тайтл будет лицом зимнего выпуска Giga. И прежде чем мы перейдем к разбору содержимого 369 главы Черного Клевера, я бы хотел совсем немного сказать про конечную страницу. Это мои личные предположения, но было бы очень круто, если бы в конце главы мы получили либо дату следующей 370 главы, либо же какой-то анонс касательно дальнейшего графика публикации глав Черного Клевера, поскольку я напоминаю, что после выхода этой главы есть вероятность, что ЧК выйдет на ежемесячную публикацию. Пока это лишь предположение фандома, опирающегося на предыдущий график выхода журналов Jump Giga, поскольку у него нет устоявшегося графика, ибо было, что этот журнал публиковался как ежемесячник и как ежеквартальник. Так что вероятность того, что Клевер после 369 станет ежемесячной мангой, все же есть, но пока на этот счет нет никакой информации, однако она все же может быть указана на конечной странице главы, я по крайней мере на это очень надеюсь. Ну а теперь давайте пробежимся по тому, что нас ожидает в самой 369 главе Черного Клевера. Судя по официальному посту,
монстру нас ожидает не что иное, как легендарное сражение Асты и Юна против антагониста Люциуса. Сражение с ним точно не достигнет финала в этой главе, да и шанс того, что файт лучших друзей с Загратисом займет более 50 страниц, не очень велик, поскольку помимо центра сражения есть еще и другие интересные участки поля боя. Это и Ями, Ичика и Нахт против Моргена, Ноэль и ее мать Асия, Лео Вермиллион. Кто-нибудь еще помнит этого персонажа? В конце концов, черные быки с бафом Асты, а также файт моей королевы Мериалеоны. И это только малость того, что нас ожидает и возможно попадет в саму главу, ибо возможно я кого-то все-таки забыл упомянуть, плюс еще остается куча нераскрытых тайн. В общем, я в предвкушении того, что же нам приготовит Юки Табата. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на реманго.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забывайте про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.